В аэропорту Хургады нас встречает такая вот Нефертити. Ну а мы идем дальше. Сейчас надо где-то понять, что с деньгами делать. В общем, меняем мы наличные доллары по хорошему курсу. Прям бумажка подставляется, отсюда уже выходит 15 фунтов. Ну вот, мы и вышли из аэропорта Хургады. Находимся в Африке. Взяли такси, торговались за 3 бакса от аэропорта Хургады до Go Bus Station. Без сдачи у нас, конечно, нету. Сейчас посмотрим, пятерку найдем. Сказал, сдачу даст. Проверим. Пока едем по ночной Хургаде, смотрим здесь все. Сейчас женщину довозили до отеля, с нами ее посадили в машину. Ну или нас с ней. Она из Англии была. Пока едем. Немножко про такси. Тоже попались мы на эту ловушку. Как говорят, в Египте разводят по-доброму. Действительно по-доброму. Сказали Go Bus на Шератон Роуд. Да, все правильно, да. Ну, в итоге с 3 до 5, ладно, окей, $5, хорошо. С аэропорта долго ехать, не вопрос. Но привез нас в другое отделение Go Bus. Там купили мы вот эти билеты. Но автобусы отходят от другого, от которого мы знали. А чтобы сюда доехать, он еще говорит, давай уже 100 египетских фунтов. Ну и, соответственно, еще $3. И то есть получилось у нас $8 мы заплатили, покатали. А мог бы сразу сюда нас привезти. Если бы он сразу сюда привез, мы бы здесь все купили бы и отделали бы только 5. Вот такой вот развод по-египетски. Мы на станции Go Bus Station. Вот такие вот 2 билета купили. Сегодня 8:30, через 5 часов у нас отъезжает автобус до Луксора. По 210 заплатили египетских фунтов. Такой вот автовокзал изнутри. Стойка регистрации. Покупать билеты. Там зал ожидания. Вот если мы выходим. Go Bus. Не знаю, где мы будем спать, как. Здесь, наверное, прямо на станции. На сидушечках развалимся. Время 4:20. Мы первые пассажиры на будущий поезд. Автобус. Все, уже пришли, едет. У нас главный идеолог, разработчик маршрута, все остальное. Лежит, отдыхает такой весь из себя. Потому что время 4:20. Никого нету. Рассвет над Хургадой. Почти 7 утра. И уже через 1,5 часа мы начнем выдвижение в сторону Луксора. Такая ночь, конечно, без сна. Кое-как, кое-где, кое на чем. Тяжеловато. Надо, конечно, выспаться. Сейчас заселимся в отель в Луксоре. И, наверное, проснемся только вечером. Пойдем посмотрим с подсветкой с ночной Карнакский храм. Не будем сегодня вообще уже с ума сходить, что-то там смотреть. Вот. Ну и, конечно, 12 градусов на улице. Уже тут и футболка, и толстовка, и куртка, и шапка. В Стамбуле было +2, но было намного теплее. Постепенно просыпается Хургада. За моей спиной уже появляются машинки. Ночью их не было совсем, сейчас уже одиночные проезжают мимо. Небо-то, в принципе, нормальное, конечно. Чистое, но холод. Не сказать, что прям собачий, но холод. Холодно. И, конечно, ни о каком купании сейчас в феврале, наверное, в Красном море речи идти не может. Загрузили наши рюкзаки вниз, потому что там в салоне, скорее всего, их будет некуда уложить, чтобы ножки можно было распрямить и 4 часа просто подрыхнуть. Вот, сейчас готовимся и отъезжаем в Луксор. Сели в автобус. Сейчас ждем отправления. Столько еще людей. Целая очередь. В первых рядах сели. Ну и ждем, теперь сидим. Но лучше плохо сидеть, чем хорошо стоять. Количество автобусных рейсов из Хургады в Луксор изо дня в день неизменно. 2 рейса до обеда и 3 рейса после обеда. Время отправления первого рейса с утра – это 7 часов 15 минут. Но стоимость 430 египетских фунтов. Класс автобуса Elite Business класс М. Следующие рейсы уже более бюджетные, в том числе на котором ехали и мы. Стоимость их по 210 египетских фунтов. Следующий рейс – это 8 часов 30 минут
утра, 3 рейса после обеда, 13:00, 15:30 и 17:30. Таким образом, всего 5 рейсов в день. Эта величина неизменна изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Для бронирования билетов на автобус существует сайт GoBus, также есть мобильное приложение GoBus, но необходимо иметь, конечно, кредитную карту, имитированную банком, не находящимся на территории Российской Федерации. Таким образом можно оплатить, распечатать билеты и уже спокойно и уверенно себя чувствовать по прилету в Хургаду и отправляясь на автовокзал. Расстояние в 280 километров автобус GoBus преодолевает за 4-4,5 часа. Дорога из Хургады в Луксор, по большому счету, ничего интересного из себя не представляет. Бескрайняя пустыня, периодически проскакивают небольшие населенные пункты, где-то даже ведется новое строительство, но в целом скучные пейзажи и, как рекомендация, лучше 4 часа поспать. Впереди предстоит очень тяжелая, насыщенная экскурсионная программа. Мы в древних Фивах, мы в Луксоре, древняя столица Египта. Идем дальше. Здесь кто-то, какие-то звуки. Сейчас надо зайти в магазин, закупиться, только в нормальный супермаркет. Сейчас мы найдем его. Ну а потом поедем в отель, скинем вещи и дальше будем смотреть нашу программу. Что успеем, что нет за сегодня. Почему не хочется ехать в Египет? Вот только ты из автобуса вылезаешь, знаешь, как кто понимает, когда ты на болото приезжаешь или на озеро какое-то лесное, и так свежее мясо, как вот и комары вот эти вот, и начинается вот этот движ, вот этот вот непонятный, ненужный. Вот вроде настраиваешься, да, но к этому привыкнуть невозможно, как бы, и настроиться. Сразу тебя тыщ начинает это бомбилово. Надо понять здесь одно: если к тебе подходит египтянин и начинает что-то говорить, то 100% он это делает не для того, чтобы тебе помочь, а для того, чтобы развести, обмануть, забрать у тебя деньги. Не нытьем, так катанием, по-любому. Поэтому максимально нужно сразу пресекать все эти разговоры, посылать их и заниматься своими делами. А иначе здесь останешься без трусов просто. Даже как бы доброжелательно изначально не строился диалог ваш. На улице 19-20 градусов, и, как говорится, тепленькая пошла. Жарко. Жарко. Я не представляю, что здесь летом творится, если в феврале такая жара. А, уже 21, вот мне подсказывают. 21 градус на улице. Жарище просто нереально. Это сейчас, в феврале. В общем, тот магазин, про который писали в интернете, во всех соцсетях, что вот он единственный здесь супермаркет, в котором хоть цены указаны, и в котором хоть можно что-то купить адекватно и расплатиться картой. Сейчас он закрыт, и мы будем искать другой магазин. В сторону парома уже пойдем, перебираться на другой берег и заселяться в отель. Ну а там же как будет. Пойдем. Жалко, конечно, что магазин закрыли. Ну ладно. Двигаемся в сторону паромной переправы для заселения в наш отель. Проходим вот такие вот интересные локации. Это, видимо, какой-то торговый центр типа рынка в Луксоре. Правда, что-то тоже все закрыто, как и магазин. Что-то здесь все торговые точки позакрывались. Непонятно почему. Да, вон тут куча мусора. Ну, такое все. Да. И пахнет стойкий запах туалета. Здесь, походу, превратили все, потому что туалетов нигде нету. Вот, и все превращено, все пустые пространства эти превращены в общественные туалеты. Среди жары подул свежий ветер с Нила. Такой бриз. Очень освежающий, очень круто. Ладно, мы идем дальше. Вот уже первые видны исторические локации.
А вот этого никто не показывал. Это торцевая часть Луксорского храма. Обычно показывают колонны, все. А вот здесь можно посмотреть с торца, как это выглядит все. То есть такая не туристическая часть. Вот это выглядит. Вот эти камни. Все в пыли, конечно, в песке. Первая локация историческая у нас на пути. Луксорский храм. Набережная Нила в Луксорском городе живых оборудована вот такими вот лавочками на всем протяжении, навесами. Можно отдохнуть, почилить, укрыться от солнца и подождать свой паром. Но эти паромы, они как раз по Нилу, ходят по Нилу. Это такая целая многодневная туристическая программа. Вот. А нам нужна маленькая лодочка. Вот там мы видим, она вдалеке плывет, если видно отсюда. Наверное, нет. Вот, мы сейчас туда пойдем. Цена должна быть 5 фунтов, не больше. Сейчас проверим опять и эту гипотезу. В этом путешествии мы разрушаем стереотипы и гипотезы из интернета и их статей, информации. Где Google карты показывают публичную паромную переправу через Нил, там стоят, опять же, местные, которые начинают навязывать, говорят, что нет, это private, это частные, и мы готовы тебя перевести. Ну, естественно, стоимость не называют. Я ему показал прям, говорю, вот тебе 5 фунтов египетских, на что он сказал, а нет. Ну ладно, все, тогда окей, нет и нет, ну пошли. Бежит за нами, говорит, давай 10 с каждого. Мы говорим, нет, 5, потому что мы знаем стоимость. Опять же, если это, конечно, не интернет-миф и не интернет-утка, что это 5. Но он не опроверг, он сказал, да, типа за 5 вы уедете, надо пройти 3 километра. Вот проходим музей мумификации, походу, здесь тоже на набережной Нила все находится. В общем, продолжаем наше движение по набережной Нила. Куча паромов идет. И нам нужно найти паблик феррибот. Мы его найдем. Можно стоить 5 паундов. Вот не прошло и минуты после последнего включения. Вот они, публичные лодки. Показали вот этому товарищу в черной пижаме 5 фунтов. Он сказал, да. Ну да, тогда идем, значит, едем. Ну круто, да? То есть приватные частные лодки. Частные лодки нормальный подход, а чтобы пройти государство, нужно пройти вот по этой стройке. Конечно, никогда не найдешь, если не знаешь. Line your head. Oh, you can see it. Line your head. За 5. Окей. 5 minutes, and it will go. Окей. What's the problem? It's enough, yes? Yes, Okay. Wi-Fi is what you say to you, I'm not Okay. lying. No problem. Wait 5 minutes more people, no problem. Okay, no problem. Yeah. You are where from? Which country? Russia. Russia is good. Egyptian people, you like Russia. It's built high down. We like to. You're welcome. First time here? Находимся сейчас на пароме и будем переправляться на другую сторону Нила. Стоимость 5 египетских фунтов. A few moments later. В общем, получается расклад такой. Если хотим ехать как положено по 5 фунтов египетских, то надо ждать полного наполнения вот этой лодки. Пока она полностью наполнится, может пройти час, полтора, 2, то есть 3. То есть, ну, никто не может прогнозировать, когда она наполнится полностью. Он готов превратить, как и предыдущий наш оратор, превратить государственную лодку в частную, но при этом мы должны будем заплатить по 10 египетских фунтов сноса. Ну, конечно, мы, уже просидев здесь полчаса, пошли на эту авантюру. Сейчас отдали ему 200 фунтов, он должен сходить разменять, отдать нам сдачу 180. И, соответственно, за 20 нас переправить на другой берег Нила. Ну, посмотрим. Взял деньги, ушел на размен. Товарищ принес нам сдачу, дал 180 фунтов. Ну и, походу, у нас будет сейчас частный круиз по Нилу за 20 паундов. А, Роман? Все, разворачиваемся, идем на другой берег. Что, частная вечеринка на лодке
пароме в разгаре. Мы переправляемся из города живых в город мертвых сейчас. К нашему отелю. Наш отель расположен где-то вот там. Такое светлое двухэтажное здание. Ну а вот там гора. Как раз все основные достопримечательности Луксора. Вот такой вот полноводный, глубоченный Нил под нами сейчас. Потрогаем воду Нила. Вот она, вода Нила. Эй! Ну и немножко темы финансов. 10 фунтов, которые мы заплатили, это ориентировочно на наши деньги 25 рублей. То есть круиз по Нилу с кучей эмоций с одного берега на другой нам обошелся по 25 рублей с носа. По-моему, это стоит того. Прибываем как раз. Следующая станция конечная. Thank you. Вылезли из парома. И вот уже наш отель. Опять мы идем по какой-то шляпе здесь. Это стройка. Кругом одна стройка. Там на стройке на паром садились. Здесь стройка. Вот, ну и уже вот он. Нил Воли. Отель. Будем заселяться. Ну, заходим в наш Нил Воли. Так. В номере 2 кровати, шкаф, телевизор, зеркало, балкон с видом на бассейн. Вот такой вот отель, чисто в египетском стиле, с видом на Нил, кстати говоря. Да. Вот, поэтому вид огонь. Пивка Есть зацепить бассейн. можно. Там кафе, ресторан, на крыше терраса. Мы это еще посмотрим сегодня. Вот, значит, балкон с бассейном. С видом на бассейн, ну понятно. В общем, здесь все стандартно, как обычно. Главное, чтобы и самое главное, туалетная бумага есть. Ну, в принципе, все, что нужно нам. Судя по картинкам и старинным фотографиям, в 1920 году он был построен, а в 2020 отметили столетний юбилей этого отеля. Вот наш номер 309. А дальше вот такие вот коридоры, как показывают в фильмах, вот такое начало 20 века, как раз кладоискатели, гробницы, фараоны, мумии. Вот примерно такой же антураж реально в этой гостинице. Да, интересно. Поднимаемся наверх. Я нахожусь в ресторане нашего отеля, который находится на крыше. А если прокрутить камеру, вот такой вот сумасшедший, замечательный вид открывается из нашего ресторана. Я думаю, сегодня вечером мы забронируем столик. Сейчас изучим меню. Вечером забронируем столик. И с видом на ночной Нил, на ночной Луксор мы будем ужинать. И еще немножко географии. То есть вот там Луксорский дворец находится, вот мы видели, мы мимо него проходили. А вот там вдалеке находится Карнакский храм. Попробуем завтра в него попасть. А вот если прокрутить еще, а вот там вот где горы, как раз там Хатшепсут, долина царей, долина цариц, все находится вот здесь, на этой стороне Нила, вот там вот это все находится. Но вид, конечно, потрясающий. Но так бодрит, конечно, мы вот оделись, шортики, футболочки, но наверху здесь холодно, внизу полегче, потеплее. Всего сейчас 22 градуса на улице. Интересно погулять по нетуристическим местам в Луксоре, по берегу Нила. Луксорский храм, еще раз я говорю, вдалеке.
Вот так вот мы идем. Сейчас ищем магазинчик какой-нибудь, купить водички, ну и легкий перекус. Взяли колу. На наши деньги получается, из 1,5 литра получается 45 рублей, 40 рублей где-то вот так посчитали. Вообще огнище. Нормально, хороший ценник. И мы проходим, сейчас заходим как раз в банановые джунгли, банановые плантации. Вот они впереди там. Сейчас посмотрим. Для тех, кто не знает, вот так растут бананы. Мы сейчас идем по банановой плантации. С одной стороны, с другой стороны, такие вот банановые джунгли. Банановые плантации недалеко от Луксора. Дошли пешочком до сюда. А вон висят, смотри, маленькие, мелкие. С этой стороны тоже все. Банановые деревья. Птички гуляют, прикольно так. Такого Луксора вам точно никогда и никто не покажет. Какие мы ушли дебри здесь. Где-то порядка уже 10 километров от Нила идем. Банановые плантации прошли. Такие вот сейчас старые глиняные мазанки. Уже настоящий такой вот Египет. Настоящий Луксор. Такая сельская жизнь. Идем дальше. Смотрим, вон зверье стоит сельскохозяйственное. Зашли в ресторан, ну если его так можно назвать, кафе. Вот такие вот столики стоят на берегу Нила. Вид прекрасный, конечно. Лодочки плавают, речушечка. Заказали 2 шавармы и 2 пива. Шаварма получается грубо по 300 рублей штучка. Пиво грубо по 100 рублей. Но это такое самое бюджетное из того, что здесь может быть. Конечно, ценник тоже, приличный. Хотя в магазинах, кола, вот такие фабричная упаковка, стоит нормально. А уже вот покушать... это хорошо, кола, нормально. Но в любом случае это дешевле, чем мы бы покушали у себя в отеле. Даже с видом, с прекрасным, с крыши. Но здесь вид не хуже, на самом деле. Что, на берегу Нила, с приездом в Луксор. Нам принесли суп, который мы не заказывали, в принципе. Но что, горячий поедим, тоже лепешки принесли. Принесли вот такой салатик. Лепешки очень вкусно. Макаем такой соус. Вот он соус. Кушаем его. И заедаем все это супчиком. Суп с длинным рисом. Но неплохо. Очень вкусно, горячий. Первый раз за день едим. Уже времени 5 часов вечера. Вот это блюдо у них называется, судя по всему, шаварма. На самом деле, это типа жаркого такого, да. Потом он нам еще принес вот такую вот тарелку риса. И еще, получается, в томате. Что это, наверное, типа кабачков, что-то такое вот. Да. Что-то типа кабачков. И плюс еще какая-то непонятная жижа зеленая вот эта. Это тоже как какой-то травяная штука. Сейчас попробуем все это. Да. Перченое мяско, конечно, куриное такое. Здесь все. Еще с костями. Пробуем. Типа шаварму куриную. Вкусно. Заедаем эту шавармочку лавашиком. Плюс еще можно взять такого риска. Вкусно. Ну и куда без картошечки. Кстати, это не кабачки, это картошка. Обычная картошка.
Очень вкусно. И все это на берегу реки Нил. Ну все, мы поужинали. В общем, вот за все то, что было на столе, то, что я показал, мы заплатили 400 фунтов египетских. То есть стоило 380, 20 отдали на чай. Ну, первое, второе мясное, там, пиво, салаты. Очень много всего. Целый стол был завален. И по 600 рублей получилось. Ну, очень хорошо, я считаю. Идем дальше. Вот такой вот прекрасный, манящий, яркими огнями берег города живых в Луксоре. Очень красиво. Наверное, камера не очень передает, конечно, атмосферу. Там и дискотеки, там и движ, и максимальное количество лодок с этого берега переправляется туда. Ну а потом уже, когда все там завершается, люди переезжают сюда жить. Но здесь отелей не очень много на стороне города мертвых, поэтому все и остаются там. То есть здесь достопримечательности, историческая программа, а там весь движ за рекой. Интересный вопрос. А много ли вообще людей ночевало в городе мертвых в Луксоре? А мы сегодня будем это делать. Нам предстоит ночь в городе мертвых в Луксорском. Ну или в Фивах, если правильнее. Выкладывают набережную. Вот уже она готова частично здесь. Ну а дальше еще продолжаются работы. И, судя по всему, они хотят успеть к сезону сделать, к летнему сезону. И здесь, конечно, уже будет очень красиво. И вечером погулять можно будет супер. Ну а пока что мы тут на стройплощадке находимся. Вот тут ходим, перешагиваем. Но, видимо, к лету, к сезону будет супер все здесь. Ну и здесь, видимо, они, наверное, площадь сделают, потому что тоже все подготовлено. Взяли тук-тук сейчас. Едем за пивом на тук-туке. Пиво по 30 паундов. И тук-тук еще 20. Туда-сюда. Сейчас посмотрим, как это будет все происходить. Ну давай, глянем. Интересно. Ну что, садимся и едем? Да. Ах, это днище, днище, днище. Как раз булки в разные стороны. Да. Такой хелл-драйвер. Да. А как вам такой контент? Это вам не просто так. Здесь сегодня возили баранов. Fucking shit. Продолжается наша поездка за пивом. Едем за пивом на тук-туке сейчас. Ужас. Едем достаточно долго уже. Не знаю, минут 5, наверное, катим тут. По ночному Луксору. Ну, Рома, блин. Контент, конечно, пушка пилится вообще. Это не просто тук-тук, надо понимать. Это ужас какой-то, а не тук-тук. Открытый полностью какой-то трантулет. Трантулет. Самое стрёмное, конечно, когда лежачий полицейский. Вот это трэш вообще. Оп, оп. Просто подскакиваешь над сиденьем. Здесь же нету, мы на досках сидим фактически. Да, вон он показывает, там большой палец. Да, водитель. И вот так вот мы катаемся. Надеюсь, пиво будет вкусное.
И, судя по всему, здесь в розницу нигде нету. Мы прошли все магазины, продают в кафе, а в магазинах нету. И мы покупали, он нас куда-то отвозил, какой-то закрытый магазин, какой-то закрытый объект. Там даже снимать нам запретили это все дело. И нам из окна, из-под полы продавали пиво. Ужас. Тут опять лежать полицейский. Вау! Бедная спина. Опять. Ух. Да. Такого еще не было точно контента ни у кого. Вот нормальный тук-тук едет, чтобы вы понимали. Вот нормальный тук-тук. А вот наши. Тук-тук. Тук-тук. Это повесть о том, как в закрытой мусульманской стране намутить алкоголь, еще и пить его на балконе отеля.